Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствую вас на канале Просто о сложном. Решил начать сразу же запись с того, чтобы показать не свое лицо, а то, что мы сейчас будем сравнивать на нашем канале. И эти вещи совершенно несравнимые, как бы. Это часы, но совершенно разных категорий. И потом я объясню, почему. Первые часы, наш красавец, это будут MTG B4000. И вторые часы из категории это будут часы последние GVG B1000 Modmaster. Почему же мы будем сравнивать эти часы? Они же совершенно разные вроде бы, и они совершенно не подходят к тому, чтобы их вроде бы сравнивать. Другие скажут, ты все равно, что сравниваешь там корову с лошадью или что-то еще типа этого. А я объясню. Я хочу сравнить эти оба часов, очень обалденных, простите, переверну, что-то я неправильно поставил MTG. Эти часы, потому что они являются топами в своих категориях. Не а действительно являются топами в своих категориях. И я хочу объяснить то, почему у меня сейчас двое часов G-Shock. Это не только от того, что мне хотелось просто купить. Это имеет некоторый практический, так сказать, материал под этим и практическая идея. Итак, давайте начнем. Вот я убрал уже коробочки и показываю вам оба часов. Покажу их очень близко. И оба часов для меня просто обалденные. Я надеюсь, что вы хорошо видите то, что они из себя представляют, и то, какие эти часы. Итак, давайте начнем говорить о них. Что и почему. И мы их будем сравнивать по 10 категориям. И я даже заранее себе выписал эти категории, чтобы не забыть. И давайте начнем. Собирали часы. Кто собрал? Вот эти часы мне были интересны, как вы помните. MTG B4000. Это модель 2025 года. Потому что их собрал EAI. То есть это было очень для меня интересно. И было просто очень интересно, как он с этим сравнивает. Как они собраны, как они сделаны. Собраны они прекрасно. Собраны, как видите, очень тонкие и очень интересные. Теперь вторые часы. Эти часы не было зарегистрировано, чтобы Modmaster собирал какой-то или проектировал искусственный интеллект. Эти часы проектировали инженеры Casio и спроектировали они их очень хорошо. Поэтому эти часы интересны только тем, что собрал искусственный интеллект. Эти часы собрали инженеры Casio, но это не умаляет их красоту и в чем-то даже брутальность, даже не в чем-то, а брутальность. Поэтому это мы оставим 1-1 между двумя этими часами, по моему мнению. Какое стекло теперь второе используют эти часы? Для меня это очень и очень важно. Оба часов используют сапфир, потому что эти оба часов премиального сегмента, поэтому они используют сапфир. Теперь давайте посмотрим дальше. Стиль. Давайте мы поставим в сторону теперь часы и покажем вот эти ближе часы. Как я выражаюсь, это японский стиль. Эти часы очень хорошо подходят под любой костюм. Также, конечно, они могут подойти и про любую одежду, но для меня они смотрятся как под какой-то костюм, под какой-то выход. Они очень стильные. В то же самое время у них такие угловатые формы очень прорисовываются. Красивый слоеный карбон, сталь, сапфир. И очень-очень выглядят они богато и хорошо. Поэтому эти часы по стилю подходят к костюму. Что возьмем
вот с этими часами. Это Moodmaster. Это брутальный такой дядя, будем так говорить, в котором применялось тоже некоторые, не то что технологии, а много-много материалов, много угловатых форм. И по моему мнению, эти часы больше годятся под спортивную какую-то одежду, под брутальную какую-то одежду, под что-то такое, что, ну, под стать мне, будем так говорить. Я люблю брутальную одежду, я не люблю только носить костюмы, костюмы я ношу крайне редко. Это брутальность. Теперь по поводу защиты. О защите нечего тут даже говорить. Предыдущий, значит, отдал 1-1. Теперь это стильные, эти брутальные, но по-своему хороши, и те, и другие. Теперь давайте возьмем по их защите. Защита уже говорит сама за себя, это G-Shock. И G-Shock всегда применяет Triple G защиту, но вот эти часы, по моему мнению, защищены больше. Почему? Если вы посмотрите здесь, конечно, сапфир, металл, карбон, и при падении, там даже есть значок Triple G, если вы посмотрите с обратной стороны, вот он. Но если ими цепануть, я вам честно скажу, очень хорошо, то, конечно же, на этом металле, какой бы он ни был, будут образоваться какие-то, наверное, сколы и царапины. Я стараюсь этого не делать, и поэтому эти часы я придерживаю для ношения под костюм. Им уже год, но, как видите, они выглядят очень прекрасно. А по защите вот этих часов, я уже говорил вам в одном из роликов, это просто бомба. Я их одел и совершенно случайно через пару дней, проходя по палубе, цепанул ими и думал, что хана часам разбил. Так на них я не обнаружил даже маленькой царапины. Я не уверен, что это было бы с этими же часами. Теперь по поводу защиты, допустим, еще, если связанное. Эти часы Moodmaster. Само за себя говорит. Видите, вот эти вот кнопки, они прямо утоплены и сделаны в таких, как бы, специальных таких вот трубках, будем так говорить, с этой стороны и тут тоже, которые не имеют никакого зазора. То есть нет вероятности, что туда попадет грязь, которая вместе с мелким абразивом сточит вам вот эти вот кнопки. Туда попадет грязь в механизм или что-то еще. Они защищены, конечно, в грязи, поэтому и названы Moodmaster. И они защищены очень хорошо. Что с этими часами? Кнопки здесь простые, но очень красивые, как их называют, в виде гробиков такие. И здесь, и здесь. Здесь только 3 кнопки. Здесь 1, 2, 3, 4, 5 и еще головка. Здесь тоже головка. Здесь даже головка выступает, а здесь головка спрятана. Они, конечно, обе завинчивающиеся, но, по моему мнению, защиту по всем параметрам мы должны отдавать вот этим часам Moodmaster. Поэтому прости, MTG, этот бой ты проиграл. Теперь будем говорить о датчиках, которые находятся в этих часах. Что в них находится? Синхронизируется время. И эти синхронизируют время по многим городам. Если у вас нету рядом, допустим, каких-то вышек, а есть только телефон, он будет синхронизироваться по телефону. Если же у вас будут вышки, радиовышки, то оба часов будут синхронизироваться по часам. И оба часов подключены к программе Casio, с помощью которой тоже синхронизируется 2-3, сколько раз вы скажете, времени. Теперь по другим каким-то датчикам. К сожалению, на этих часах нету других каких-то датчиков, которые нужны при ношении костюма. И которые нужны, когда вы будете, допустим, где-то в городе ходить в них. Там это не нужно. Здесь о стиле и о защищенности сразу же в одном флаконе. Теперь возьмем эти часы. Здесь датчиков напихано очень много. Здесь датчики высотомер, здесь датчик давления, здесь датчик температуры. И показывают все эти датчики на ура и очень хорошо. Я об этом всем очень хорошо рассказывал в моем одном предыдущем видео, где я освещал как раз вот эти часы Moodmaster. Они предназначены для того, чтобы вы шли куда-то, и если вы заблудились, и там нету дорог, то они выведут вас на нужную точку, указывая с помощью компаса, который в середине встроен,
направление на ту точку, и с помощью еще одного дисплея, который находится внизу, они будут вам показывать расстояние до этой точки. Этим часам не нужны дороги, им нужно только направление. Это самый брутальный нормальный инструмент, который пригодится вам там, где не помогут вот эти часы. Еще раз повторюсь, эти часы прекрасны, защищены от повседневных каких-то ударов, там, падений и так далее. Механизм продолжит работать. Эти же часы защищены больше и лучше, и датчики в нем, соответственно, находятся самые классные и самые лучшие. Для синхронизации времени они оба синхронизируют, и G-Shock всегда это делает со всеми своими часами, но остальных датчиков здесь нету. А вот здесь присутствует еще 3 датчика, которые очень-очень вам помогут в каких-то экстремальных условиях, и не только в экстремальных. Дальше. Теперь посмотрим про дисплеи. Здесь дисплей классный тоже, здесь много информации тоже выведено. В частности, выведена информация о втором времени, которое у вас выставлено, допустим, домашнее или мировое. Второй дисплей выведен, он тоже будет показывать там то, сколько у вас батареи осталось и так далее. Но не более того. Ну и, конечно же, будет показывать, какой день недели. Все это понятно. Для меня, если честно, эти часы со вторым датчиком даже и не нужны. Конечно, они показывают второе время, что для меня очень важно, но все остальное не нужно. И когда вот такие вот датчики стрелочные, они, если честно, для меня не очень информативны. Я хочу видеть сразу же что-то где-то и очень информативно. И для этого у меня есть вот эти вот Moodmaster, которые будут служить мне верой и правдой на моей работе. Если вы посмотрите, обе часы имеют иллюминацию, что эти часы имеют хорошую иллюминацию, но когда мы смотрим на эти часы, мы видим второй дисплей. На этом как раз дисплее вы будете видеть, или как сейчас показано, время, месяц и день. Также вы будете видеть там, если вы переключите, откуда вы взяли этот день. Допустим, я всегда показываю это на мой город, на Ригу. Или вы будете видеть что-то еще, допустим, кроме вот этого. Вот, он показано, ты можешь переключить еще моды. Теперь ты можешь переключить еще то, что он будет показывать здесь. И это очень быстро. Вот на этом дисплее вы все будете видеть быстро. Также у вас есть еще один дисплей на этих часах. Вот этот и этот. Это не дисплей, это стрелочный, который тоже будет показывать информацию при синхронизации и так далее. Здесь даже есть почему еще одна кнопка. Это отдельная кнопка, которая отвечает за компас. А компас находится здесь. При нажатии на эту кнопку он будет показывать вам норд истины, если у вас не задана точка. И с помощью секундной стрелки также будет показано направление на норд истины, если вы находитесь где-то в другом месте. То есть, если взять информативность и легкость чтения, вот эти часы снова выигрывают. Прости, MTG, стилем ты выиграл, но информативностью и теми, какие датчики здесь находятся, ты не выигрываешь. Также в этих часах, конечно же, находится, что в одних, что в других находятся показания по два времени показано, что на одних, что на других. И поэтому в плане технологий снова выигрывает Moodmaster. Теперь возьмем про ремешок. Вот это, конечно, боль. Вот это для меня боль. Часы, которые стоят не очень мало, а я заранее забегу, они стоят гораздо дороже, чем Moodmaster. На них смена ремешка самостоятельно невозможно. Если вы видите, крепление ремешка там находится настолько интересно, конечно же. Они что-то там придумали. Но если я захочу купить ремешок, я просто этого не сделаю. Мне надо идти, что-то заказывать, и после этого мне поменяют ремешок. Крайне неудобно, крайне плохо, и поэтому эти часы в этом отношении проигрывают. Теперь возьмем Moodmaster. Мало того, что тут можно поменять ремешок, на разные стили ремешок можно поменять, а не только такой, который вот здесь вот дан Casio. Чтобы вы понимали, про
Некоторые ремешки я заказал сейчас на Amazon. Один мне показался интересный, черный, и у которого будет также вот здесь вот ламинированные черные все пряжки будут под цвет самого ремешка. И второй ремешок, который мне очень понравился, этот ремешок будет такой спортивный. И на оба этих ремешка, как только я их получу, я обязательно сделаю видео, как я их меняю и насколько эти ремешки смотрятся. Теперь посмотрим, так как эти часы, вы смотрите, какие они разные по... Ой, простите немножко, какие они разные по толщине. И, конечно же, вы скажете, что, блин, они, наверное, на руке вот эти гигантские лежат очень плохо. А вот и нет. Если вы посмотрите, я вам открою сейчас. Здесь в середине. Здесь находятся такие две прокладки специальных. Эти две прокладки как раз позволяют сделать окружность руки нормальной. И они не будут вам давить, выпирать, они будут сидеть достаточно нормально. Здесь такого не нужно, потому что если открыть эти часы, вот мы откроем, в середине них нету таких прокладок, так они и не нужны. Почему? Потому что часы сделаны с помощью искусственного поэтому интеллекта гораздо тоньше и гораздо изящнее. Вот. Я вам сейчас положу эти хобби часов, и вы поймете, какая в них разница по толщине. Вес. Я вам не буду сейчас выставлять их на какие-то весы, я вам скажу личные ощущения. Эти часы и эти часы. Так, вот самое интересное, вроде бы эти часы смотрятся большими, а эти тоньше, вес у них ощущается одинаковый на руке. Может там пару грамм какая-то разница, но это несущественно. Цена. Давайте теперь, я никогда в своем канале не говорил, какая цена и сколько я плачу за часы. Я вам скажу сейчас приблизительную цену на эти часы. Может вы найдете где-то цену немножко другую, никак я вам сейчас назвал. Эти часы стоят 1400-1450 долларов. На Амазоне. Может, можно найти сейчас и подешевле, может и нет. Тоже в зависимости от того, что они металлические или сверху будет ламинирование какое-нибудь, синее у них есть. Будет ли такой ремешок, будет ли браслет, от этого будет тоже зависеть цена. Я говорю ту цену, которую я заплатил лично за эти часы. Теперь вот эти часы. Эти часы не то что гораздо дешевле, но все же в разы. Эти часы стоят 850-900 долларов США на американском Амазоне. То есть, видите, по ценам вот эти часы дороже, а эти часы дешевле. Теперь давайте заключение скажем, а почему же эти двое часов и почему они у меня обе? Так я вот скажу, я уже сразу же во время обзора вам говорил, что как раз-то они мне нужны, потому что они, так сказать, под разные стили. Я вам более скажу, если у меня будет возможность когда-то, я куплю просто для коллекции 5600 серию. Это те классические часы. Они вообще, если честно, еще дешевле даже, чем Moodmaster, но это классика. И те совсем тонкие, хотя кручают. Ах да, я забыл, у обеих часов, естественно, есть Solar, то есть обе часы, на обоих часах не надо менять никакую батарею, она практически вечная, и оба часы не надо заряжать ничего, то есть они заряжаются под любым цветом, не только солнечным, и сколько я вижу, они у меня постоянно поддерживают одну и ту же температуру, простите, а одно и то же количество батареи, то есть они постоянно у меня заряжены. Теперь давайте вот о чем. Почему двое часов? Еще раз я хочу сказать. По той самой причине, что вот эти часы я решил, я их буду держать дома постоянно. И когда я с супругой одеваю определенный стиль одежды, а я стараюсь следить за своим стилем, допустим, это будут какой-то костюм, какое-то мероприятие, я буду одевать вот эти часы. На повседневность, на каждый раз я буду одевать вот эти часы. И напоследок, перед тем, как вы поставите лайк этому видео или дизлайк этому видео, я хочу продемонстрировать еще раз, как эти часы и одни и другие смотрятся на моей руке. Вот так красиво они смотрятся на моей руке. Надеюсь, вам это видно. Вот такие классные часы. И вот так классно они смотрятся. Теперь посмотрим, как смотрятся
Мудмастер. А вот таким образом смотрится на руке Мудмастер. Каждому свое. Под каждое время выбираем свои часы и носим их, если есть на это возможность. Спасибо, что вы зашли. Поставьте лайк и до новых встреч!